Всем привет, это Эффект Prism, и сегодняшнее видео специально для тех, кто только начинает осваивать программу DaVinci Resolve. И сегодня мы рассмотрим самые базовые принципы работы с DaVinci. Погнали! Сразу же после запуска DaVinci встречает нас вот таким окном. Давайте сначала рассмотрим его левую часть. В левой части располагаются базы данных. У вас, скорее всего, будет только Local Database, это база, созданная по умолчанию. Она находится на системном диске, если у вас Windows. И если вы регулярно переустанавливаете систему или у вас какие-то с ней бывают проблемы, я рекомендую сразу же создать отдельную базу для того, чтобы при переустановке системы не потерять уже созданные вами проекты. Для этого нажмите Add Project Library. Укажите имя базы и с помощью кнопки Browse укажите место, где будет эта база храниться. И желательно указать не диск C, а там D, E, любой другой. В правой части находятся уже ваши проекты. Если у вас их нет, значит у вас будет только плитка Untitled Project. Здесь внизу есть кнопки Export-Import, это для того, чтобы заархивировать какой-то проект и перенести его на другой компьютер. Ну, либо же импорт, это для того, чтобы уже принесенный проект с другого компьютера открыть здесь. Внизу кнопка New Project, понятно, создает новый проект. Кнопка Open открывает какой-то проект, если вы его выделили. Нажимаете Open и проект открывается. В чем разница между Untitled и New Project? Разницы в целом по работе никакой. Единственное, что если вы нажимаете New Project, у вас DaVinci сразу спрашивает имя проекта, вы нажимаете Create и у вас создается новый проект, который уже будет записан в базу данных. Если вы нажмете Untitled Project, у вас просто откроется DaVinci, вы сможете уже работать, но проект еще не будет сохранен, пока вы его не сохраните либо клавишами Ctrl-S, либо через стандартное меню файл. Вот, собственно, и все, что нужно знать о начальном экране DaVinci. А теперь давайте создадим новый проект и пройдемся по вкладкам DaVinci. Сразу же после создания проекта DaVinci отправляет нас во вкладку Cut. Хотя я предпочитаю начинать работу с вкладки Media. Во вкладке Media мы добавляем файлы к нашему текущему проекту. Для этого просто находите папку, в которую вы сложили все файлики, с которыми планируете работать, и открываете ее. В моем случае это папка на диске D, демо. Чуть правее вы увидите все ваши файлы, которые лежат в этой папке. Если просто провести по видеофайлу, то можно его просмотреть в правой части в плеере. Вот так. Для того, чтобы добавить какой-то файл к проекту, его достаточно просто перетащить в нижнюю часть. Иногда всплывает вот такое окно. Это значит, что частота кадров в выбранном файле и частота кадров в настройках проекта не совпадают. И здесь DaVinci отправляет вам запрос, изменить ли настройки проекта. Если вы нажимаете Change, соответственно, проект подстраивается под частоту кадров видео. Если нажимаете Don't Change, настройки проекта остаются неизменными. Я рекомендую нажимать Change для того, чтобы частота кадров везде совпадала. Если вы точно знаете, зачем вам не нужно этого делать, нажимайте Don't Change. Пока что я изменю. Если вы перетянете папку, то сюда добавится только то, что лежит в этой папке. Например, здесь у меня одна картинка. Я перетаскиваю эту папку сюда, и вот эта картинка здесь. Если же вы хотите добавить именно папку к проекту со всем ее содержимым и так, чтобы оно было сгруппировано как папка, то берете папочку и перетаскиваете ее сюда, на мастер. И тогда в мастере появляется вот эта ваша папка. Например, давайте еще одну перетянем. Вот так у нас есть папка с картинкой, папка с музыкой и папка мастер, где лежит все остальное. И также папочки тоже здесь отображаются. В правой части плеера, тут я думаю все понятно и очевидно, есть инспектор метадаты, в котором вы можете посмотреть информацию по вашему файлу, то есть его разрешение, частоту кадров
и то, что в него записала камера, на которую вы снимали. Вот, собственно, и все по вкладке медиа для того, чтобы просто начать работу в DaVinci. Давайте двигаться дальше. Итак, вкладка Cut. Вкладка Cut служит для первичного монтажа. В ней есть достаточно много всяких удобных фишек, но я ей практически не пользуюсь, потому что все, что мне нужно, дублируется на вкладке Edit. Поэтому я делаю все на вкладке Edit. Но я вам покажу некоторые фишки. Она очень удобна, кстати, если вы монтируете очень длинное видео. Потому что, смотрите, перетаскиваем какой-нибудь файлик на таймлайн, и какой бы он ни был длины, он сразу же занимает всю длину таймлайна в верхней части. В нижней части он же только в более детализированном виде. Почему это удобно? Потому что, например, вы накидаете несколько файлов, там, например, возьмете еще один, можно перетащить просто в самый конец таймлайна и добавить его. И у вас уже таймлиния стала длиннее на длину добавленного второго файлика, но она также отображается просто на ширину экрана. Это действительно удобно. Дальше, например, вам нужно добавить какой-то клип в середину между двумя другими. Достаточно поставить Playhead на стык, выделить какой-то еще видеофайлик и нажать Smart Insert. И он добавится ровно между предыдущими двумя клипами. Если вам нужно добавить какой-то файлик в конец, да, можно перетащить, как я уже показал, но опять же, можно его просто выделить и нажать кнопку Append. И он добавится именно в конец вашей таймлинии. Дальше. Есть кнопка Ripple Override. Что она делает? Например, вы передумали добавлять вот этот клип, и вместо него вы хотите добавить, например, вот этот. Выделяете этот клип, выделяете здесь и нажимаете Ripple Override. И он просто заменяется. Дальше. Кнопка Close Up. Никогда я не пользовался, она делает странную вещь, я не знаю, почему ее вынесли в быстрый доступ, неужели она так востребована. Эта кнопка дублирует часть вашего текущего клипа, там где Playhead, добавляет его на слой выше и уже как бы с некоторым зумом. То есть если заглянуть сюда, вот у нас оригинальный клип, его размеры 1, то есть это обычный оригинальный размер. А если посмотреть сюда, то он здесь двукратный. Непонятно, зачем эта функция, я ей, честно говоря, никогда не пользовался. Дальше. Кнопка Place on Top. Это с помощью этой кнопки вы просто клип добавите на слой выше, чем тот, на котором лежит последний клип. То есть здесь у меня все лежат на первой дорожке. Значит, если я хочу добавить вот этот клип на дорожку выше, я нажимаю Place on Top. И начиная от текущего положения Playhead, этот клип кладется на вторую дорожку. Если я поставлю Playhead сюда и нажму Place on Top еще раз, значит у меня на третью дорожку добавится этот клип. И последняя кнопка Source Override. Что она делает? Ставите Playhead напротив того клипа, который вы хотите как бы заменить на другой. Здесь DaVinci смотрит на клип, который находится выше всех. В данном случае выше всех у нас находится вот этот клип. И вы хотите его не то чтобы заменить, вы хотите, чтобы виден был в этом месте другой. Вы выделяете другой клип, нажимаете Source Override, и он подставляет другой клип ровненько к началу вашего клипа, находящегося на верхней дорожке на данный момент. Ну, я надеюсь, понятно было. В принципе, я этими фишками практически не пользуюсь, я все добавляю на вкладке Edit. Давайте, в общем-то, на нее и перейдем. Итак, вкладка Edit. Вкладка, на которой я провожу больше всего времени, не считая Fusion. В левой части вы можете видеть папки, которые вы добавили, ваши файлики. В нижней части, если у вас включена кнопка Effects, вы можете видеть эффекты. Причем теперь в DaVinci, начиная с
наверное, версии 17 или даже 117 добавили предпросмотр эффектов, просто проводя мышкой по эффекту. Так, почему медиа оффлайн? Вот так, например, если вы хотите просмотреть, как у вас будет смотреться ваш клип с наложением вот такого эффекта, просто проводите мышкой влево-вправо и смотрите. То же самое и с переходами сделали. Давайте посмотрим. Папка Video Transitions. Есть, например, Blur Dissolve. Он показывает их между двумя соседними клипами. Давайте сделаем вот так. Будет лучше. Чтобы добавить переход, нужно просто перетянуть его на стык двух клипов. Переходу нужен небольшой запас, поэтому видео должны быть подрезаны с двух сторон. Так, и вот это видео тоже надо подрезать. Вот так. И такой переход будет работать. Дальше. Собственно, таймлайн. Я думаю, здесь все понятно, немного похоже на вкладку Cut. Здесь также вы просто перетаскиванием можете добавлять новые клипы, перетаскиваете клип выше, добавляется еще одна видеодорожка и так далее. Кнопки плеера, думаю, все понятно. Play назад, play вперед, перемотка к ближайшему концу или началу клипа. Кнопка для того, чтобы зациклить воспроизведение. То есть, когда у вас весь ваш таймлайн закончится, воспроизведение начнется опять сначала. Дальше. Эти кнопки полностью дублируют некоторые функции с вкладки Cut. Здесь Blade Mode. Это инструмент для разрезки ваших клипов. В любом месте, где вам нужно, нажимаете, выбрав этот элемент левой кнопкой мышки, и у вас клип просто разрезается. Дальше. Dynamic Trim Mode. Он работает вот с этим режимом, то есть режим обычного выделения. Если включен режим Trim Mode, то если вы перетаскиваете соседний клип, то тот клип, в сторону которого вы двигаете, тот клип, который вы хотите двигать, будет подрезаться. То есть вот так. И вы будете вставлять ваш клип на место как кусочка в другом клипе. Ну, я думаю, примерно понятно. И когда вы его оставите, то, собственно, он разрежется. Вот так. Далее. Вот такой режим. Trim Edit Mode. Этот режим что делает? Если у нас есть клип, подрезанный уже с двух сторон, но нас не совсем устраивает тот кусочек, который мы вырезали, то, включив этот режим, наводим наш курсор на клип. Курсор меняется вот на такой. И теперь мы можем выбрать именно тот кусок видео, который нам нужен в пределах той длины, на которую мы уже его подрезали. Очень удобно, особенно когда у вас уже на таймлайне куча клипов и вам тяжело будет сдвигать, потому что таймлайн очень длинный, то этим инструментом пользоваться просто супер. И вы, наверное, обратили внимание на вот такое обозначение: минус 4 секунды и 13 кадров. Если двигать, то это значение меняется. Что это значит? Это значит, что видео имеет рассинхрон со своей звуковой дорожкой на 1 секунду и 23 кадра. То есть должно быть вот так. И тогда рассинхрона нет. Хотя нет. Вот так. Потому что клип был вот такой. Почему я могу передвигать видео отдельно от его звуковой дорожки? Потому что здесь у меня не стоит Linked Selection. И что делает эта кнопка? Вот у меня есть видео и от него звуковая дорожка. Да, она пустая, но тем не менее она есть. Если я нажму эту кнопку, уберу все выделения и теперь потяну, у меня будет видео двигаться с тем звуком, который с ней слинкован. Дальше. Кнопка Magnet Snapping. Она просто помогает прицепить ваш playhead к краю клипа или стыком. Вот видите, я, например, нажму здесь, и он станет именно точно на стык.
Очень полезная функция, часто очень пользуюсь. Магнит позволяет зафиксировать позицию какого-то клипа. Вот. Я выделил клип, нажал магнит, и теперь я больше не могу его сдвигать. К остальным это тоже относится. Маркеры и флаги я практически не использую, возможно, когда-нибудь расскажу. Для меня эта функция не самая полезная. Дальше здесь можно менять масштаб таймлайна, можно двигать этот ползунок, можно нажимать кнопки плюс-минус, можно зажать Alt и крутить колесико. Тоже все достаточно просто. Здесь кнопки тоже все относятся к масштабу таймлайн. Ну и еще одну, наверное, важную интересную функцию покажу. Например, взяли этот клип, вы его просматриваете в плеере, думаете, какой бы вам выбрать его кусочек. Нашли то, что вам нужно, например, остановили, нажали эту кнопку, обозначив тем самым начало того момента, который вы хотите добавить. Проиграли еще немного, решили, что вот, здесь вы закончите. Нажимаете вот эту кнопку, обозначаете конец этого кусочка. И теперь просто перетаскиваете на таймлайн уже именно этот вырезанный кусок. Если вам нужно его удлинить, то просто подвигаете курсор к краю клипа, дожидаетесь, пока курсор изменится вот на такой, и тянете. Здесь все достаточно просто. Далее, еще из интересных фишек вкладки Edit. Когда вы видите вот такой значок, потянув за него, его можно отклонить, и тем самым вы придадите началу клипа прозрачность. То есть смотрите, как это работает. Девушка будет проявляться постепенно. Вы можете укорачивать, удлинять этот период так, как вам удобно. И то же самое можно делать в конце клипа. Еще. Так, у меня включен замок. Например, у нас есть два клипа рядом. Они оба немножечко подрезаны. Давайте так сделаем, чтобы было удобнее. Но мне не нравится стык в этом месте, и я хотел бы его сместить. Если поставить курсор прямо на стык, он у вас станет вот таким, и вы сможете передвигать именно склейку, что тоже очень удобно. Ну что же, а сейчас давайте перейдем на мою любимую вкладку Fusion. Сильно много и подробно про Fusion рассказывать не буду, потому что, во-первых, это можно делать бесконечно, а во-вторых, у меня в целом канал посвящен Fusion, поэтому расскажу просто самое основное касательно интерфейса и принципов работы с Fusion. Итак, в верхней части мы видим несколько переключателей. Это Media Pool, просто включает интерфейс, в котором вы можете найти ваши рабочие файлы. Effects открывает панель с эффектами. Clips открывает панель, в которой видны все клипы, которые находятся на таймлайне. То есть не путайте с медиапулом. Здесь все клипы, но если какие-то не добавлены на таймлайн, то здесь их не будет. И можно скрыть или открыть панель с нодами, то есть рабочую область. Иногда это надо для того, чтобы увеличить размер вьювера. Далее, вьюверы. Их два, левый и правый. Это сделано для того, чтобы в любом месте вашей композиции вы могли одновременно видеть, что происходит в двух нодах. Зачем это нужно? Например, сейчас у нас в правом вьювере находится нода Media Out. То есть здесь у нас то, что будет в финале. Но, например, мы можем сейчас включить отображение ноды Media In в правом вьювере. Для этого нужно выделить ноду, нажать кнопку 2 на клавиатуре, либо же нажать правую точку снизу ноды. Таким образом. Ну и, например, давайте добавим ноду Blur. Через Shift подключим ее в нашу цепочку, скажем так, и выведем Blur в левый вьювер. И давайте немножечко подблюрим. Вот так. То есть мы видим исходник в правой части, а уже подблюренное в левой. И так можно делать с любыми нодами, сколько бы вы их ни добавили в рабочую область. Далее. Под вьюверами находится наш таймлайн. То есть здесь вы можете перетаскивать playhead, проматывать,
Есть play в одну сторону, play в обратную сторону, стоп и перемотка в начало и в конец, и также кнопка, которая просто зацикливает воспроизведение. Далее, панели с быстрым доступом к нодам. Здесь абсолютно то же самое, что и находится в меню, которое вызывается через Shift пробел, то есть вот это. Только сюда компания Blackmagic решила добавить те ноды, которые, по их мнению, вы используете чаще всего для того, чтобы их просто не искать. Чтобы их добавить, можно либо просто кликнуть, и она добавится где-то в свободном пространстве, либо можно перетащить в любое место, куда вам необходимо. А если зажать Shift, то можно сразу и подключить в цепочку. По самим нодам буквально несколько слов. У каждой ноды, практически у каждой ноды есть желтый вход. Это, как правило, ее основной вход. Если он всего может принимать в себя один поток, то он будет желтым. Либо же вы можете на него навести, и у вас появится подсказка, для чего этот вход в принципе нужен. В данном случае это просто input, то есть единственное, что можно подключить, это нашу основную цепочку. Ну и есть синий. Синий служит, как правило, для масок. Что делает маска? Маска ограничивает площадь эффекта, скажем так. То есть, вот у нас есть, например, blur. Если мы подключим к нему маску в виде круга, то получится вот так. То есть блюриться у нас будет только то, что внутри маски. Либо же, если мы маску инвертируем в инспекторе, то у нас будет блюриться все, кроме эллипса. Это основы работы с нодами, и нод существует очень много разных, и бывает, что подключается не только какая-то основная цепочка плюс маска, но и много всего. Как правило, входы подписаны, поэтому не пугайтесь, просто посмотрите, какой вход за что отвечает, и вы достаточно быстро разберетесь, что куда подключать. Помимо уже упомянутых кнопок есть еще Spline. Он открывает Spline Editor. Это редактор скорости анимаций. Не только скорости, здесь можно зациклить анимации, сделать их зеркальными и много всего другого. В моих роликах периодически проскакивает информация об этом эдиторе, так что смотрите. Дальше, Keyframes. Здесь мы редактируем наши ключевые кадры. Например, если мы хотим сделать, допустим, плавный блюр, вот мы в нулевом кадре делаем блюр нулевой, а, например, к 150 кадру у нас конкретно все замыливается. И если мы это проиграем, получится вот так. Левый вьювер. Вот, но, к примеру, мы решили, что 150 кадров слишком много, и давайте сделаем-ка в 100 кадре у нас уже будет все полностью замылено. Тогда мы открываем Keyframes, находим Blur. Итак, и смотрим, что сейчас у нас ключевой кадр стоит в 150 кадре, но нам нужно поставить его в 100. И мы просто потянулись оба. Было выделено. Просто перетаскиваем один ключевой кадр в 100 кадр. И теперь все. У нас анимация завершится к 100 кадру. А в сплайне мы можем сделать это просто более плавно. Выделяем Blur, нажимаем кнопку Zoom to Fit, и вот мы видим, что Blur у нас в нулевом кадре начинает увеличиваться, и к 100 кадру анимация завершается. Мы просто берем, выделяем обе ключевые точки анимации и нажимаем либо кнопку S на клавиатуре, либо кнопку здесь Smooth. И таким образом у нас анимация характеризуется уже кривой линией, а не прямой. И она у нас вначале будет замедлена и будет плавно увеличивать свою скорость, а потом в конце будет плавно замедляться. Либо же можно сделать, например, вот так. Тогда у нас получится в начале будет плавно-плавно набирать скорость анимации, а в конце она резко возрастет. Вариантов здесь на самом деле очень много. Плюс, как я говорил, анимацию мы можем опять вернуть в
прямое состояние. Можно сделать ее такой, можно такой. Давайте лучше сделаем сглаженный. Можно и сделать такой вариант, называется пинг-понг. То есть она у нас будет туда-сюда происходить. Можно ее зациклить. То есть она будет все время повторяться. И так далее. Дальше здесь есть метадата. Показывает метадату нашего видеофайла. В принципе, на других вкладках это все тоже есть, вы это уже видели. Ну и инспектор, естественно, так же как и на вкладке Edit, где мы настраиваем все, что можно настроить для какой-то конкретной ноды. Blur, там, Transform, Media Out и так далее. Вот. Ну и, наверное, для начала работы этого вполне достаточно. Поэтому давайте двигаться во вкладку Color. Вкладка Color. Про нее тоже можно рассказывать достаточно долго, если не бесконечно, потому что в ней можно делать, ну, очень-очень много всего. Но на начальных этапах не обязательно знать и запоминать все. Более того, я думаю, что на начальных этапах вы, в принципе, особо не будете заниматься покраской. Вот, потому что вообще это такой достаточно скрупулезный процесс, и здесь нужно действительно разбираться для того, чтобы покрасить нормально. Разве что, если вы захотите просто сделать видео черно-белым, то, конечно, здесь особо много знаний не нужно. Но, тем не менее, я просто расскажу общее положение касательно вкладки Color. Опять же, здесь тоже сверху есть включатели-выключатели различных компонентов интерфейса, то есть там галерея, луты, если они у вас есть, медиапул, опять же, отображает наши рабочие файлы. Здесь можно включить-выключить таймлайн. Здесь он в упрощенном виде отображает все наши клипы. Здесь в разделе Clips как раз таки все клипы в более подробном виде показаны. Их можно включить-выключить вот этой кнопкой. Ноды. Панель с нодами тоже отключается, и панель эффектов тоже можно выключить. И еще есть Lightbox. Итак, здесь нодовая система, но работает она не точно так же, как и в Fusion. Здесь каждая нода самостоятельная, и в ней вы можете производить какие-то действия. То есть произвести в какой-то ноде цветокоррекцию, наложить маску и так далее. А в соседней ноде сделать что-то другое. То есть как это работает? Вот у нас есть нода по умолчанию. Первая нода создается всегда для любого из этих клипов. Ну, давайте начнем с первого клипа. И нам здесь, допустим, нужен блюр. Мы берем из эффектов, перетаскиваем блюр на эту ноду, и вот мы видим, какой блюр дает эффект. Ну и, естественно, в инспекторе его настраиваем. Вот примерно так. Потом кнопками Alt-S мы создаем следующую ноду, и в ней мы, например, можем сделать все это черно-белым. Мы просто выделяем эту ноду, потому что мы уже работаем с ней. И, например, здесь убираем Saturation. И получается, что у нас изображение черно-белое. Вот так. То есть здесь мы сделали блюр, можем здесь сделать еще что-нибудь. Вот. А в этой ноде мы сделали изображение черно-белым. Вот примерно так это работает. И если вы, например, еще используете маски, давайте эту ноду пока уберем. Блюр мы тоже уберем. Допустим, мы используем маску, ну, пусть будет просто квадратная маска. Что-то мы выделили. Вот такая маска будет. И если нам нужно отрезать этой маской то, что у нас вокруг, то есть как это делается в целом во Fusion, то нам просто нужно добавить еще альфа-канал. В области нод нажимаем правой кнопкой, выбираем Add Alpha Output и синий выход ноды добавляем, перетягиваем к альфа-выходу. И получается, что у нас добавляется еще альфа-канал, и таким образом
все, что вокруг маски, становится прозрачным. Это тот же самый принцип, который работает и во Fusion, только там не нужно добавлять альфа-канал, там уже изначально все работает именно так. Просто вкладка Color работает в принципе по-другому, и поэтому там нужно делать вот такие вот манипуляции. Кроме того, во вкладке Color корректировать цвета можно несколькими способами. Давайте пока здесь тоже маску уберем. Давайте рассмотрим круги корректировки цвета. Круг лифт отвечает за коррекцию темных участков. Например, мы хотим сделать темные участки, добавить им красного. И именно в более темных областях нашего клипа будет добавляться красный цвет. Вот как можете видеть. А например, здесь вот светлое небо, оно таким же светлым и остается. И с голубым оттенком больше, нежели с красным. Давайте сбросим пока. Гамма отвечает за средние тона, соответственно. То есть, если мы красный добавим к средней яркости. То есть, здесь, видите, вот сюда больше добавляется красный. Ну и гейн добавляет, регулирует, точнее, более светлые участки видео. То есть, если мы добавим красный, то, видите, он добавляется, да, к светлой части неба, опять же. Очень сильно пересекается с гаммой, ну, вот такое видео. А колесо offset добавляет... Так, прошу прощения, здесь должна быть единичка. А колесо offset добавляет какой-то цвет в целом на все видео. То есть, если мы, допустим, добавим зеленого, зеленый равномерно добавится ко всему клипу. Корректировать цвета можно, например, кривыми. Можно вот таким вариантом. Есть Qualifier. Qualifier создает маску из какого-либо цвета. Но это уже более профессиональный инструмент, и про него тоже можно очень долго рассказывать, поэтому сейчас я его затрагивать не планирую. Как я уже и показывал, маски. Трекер. В принципе, точно такой же трекер, как и во Fusion. Magic Mask, она есть только в платной версии. Это та же Magic Mask, что и есть во Fusion. Кстати, здесь она появилась раньше. В целом работает точно так же. Blur, Keyer, Sizing, то есть изменение размера. И 3D. У меня она пока не активна. Честно говоря, пока что я ей даже и не пользовался. И здесь еще есть у нас keyframes, то есть мы можем делать анимации даже на вкладке Color для того, чтобы анимировать цветокоррекцию. Например, сделать плавное превращение нашего видео в черно-белое или наоборот. Вот, собственно, и все касательно основ. В будущем, возможно, будут какие-то более подробные уроки, но я думаю, что для того, чтобы просто начать и не сильно переживать за сложный интерфейс, уже можно. Поэтому давайте двигаться дальше во вкладку Fairlight, в которой у нас редактируется звук. Итак, вкладка Fairlight. Здесь происходит обработка звука. Но я думаю, что если вы только-только начинаете работать с DaVinci, то вряд ли вы будете заострять свое внимание именно на этой вкладке, поэтому я покажу лишь самые-самые основы. Также у нас, как и в остальных практически всех вкладках DaVinci, присутствует Media Pool, который можно включить в верхнем меню. Также есть меню эффектов, естественно. Все дорожки, библиотека звуков, если она у вас есть, и инструмент для работы с диалогами. Я пока что с ним не работал, потому что, как правило, записываю не диалоги, а монологи. Итак, Media Pool. Здесь нету файлов типа картинок и прочего, там 3D моделей, например. Здесь либо звук, либо же видео, потому что в видео тоже есть звук. Ну и, например, нам нужно добавить музыку на фон. В принципе, это, естественно, можно сделать во вкладке Edit, но, допустим, вы хотите сделать это в Fairlight. Опять же, просто перетаскивайте на необходимую дорожку музыку и оставляйте ее здесь. Все, в общем-то. Если выделить
аудиофайл, открыть инспектор, то открывается знакомый нам по вкладке Edit инспектор. Здесь он точно такой же, с ключевыми кадрами, со всеми теми же настройками, с эквалайзером и так далее. Вот. Далее, здесь у нас есть микшер, который можно включить вот на эту кнопку. Здесь можно положить эффекты на какую-то дорожку. Здесь они применяются не к конкретному аудиофайлу, а на дорожку. Здесь, например, мы положили музыку на дорожку аудио 4. Поэтому здесь в микшере находим 4-я дорожка, вот она. Эффекты добавляются через кнопку плюс. И здесь вы выбираете, что именно есть. Реверберация, дисторсия, различные эхо и так далее. В будущем я планирую сделать видео о некоторых эффектах и некоторых настройках на вкладке Fairlight, поэтому сейчас, опять же, не буду сильно много внимания этому уделять. Есть эквалайзер, который распространяется, опять же, на всю дорожку. Он точно такой же, как и эквалайзер для отдельных аудиофайлов, как на вкладке Edit, так и здесь же. Ну вот, я думаю, в целом, как работает эквалайзер, вы представляете, и здесь он не отличается от других. Ну и есть еще настройка Dynamics. Тут у нас есть шумодав и есть компрессор звука. Кстати, о шумодаве, о компрессоре я тоже буду делать отдельное видео в будущем, поэтому следите за обновлением на канале. А также шумодав, кстати, он есть в качестве эффекта. Вот здесь он находится Restoration, Noise Reduction, и у него есть автоматический режим работы. Достаточно качественно, кстати, убирает шумы. Если звук у вас записан, например, на улице и попадают какие-то посторонние звуки, то очень даже неплохо он может их удалить, и причем он доступен в бесплатной версии DaVinci. Ну а сейчас давайте перейдем на вкладку экспорт, и я покажу, как можно выгнать уже готовое видео. На первый взгляд вкладка экспорт выглядит достаточно страшно и сложно, но все на самом деле не так. В верхней части можно видеть уже готовые пресеты, например, для YouTube, Vimeo, Twitter и так далее. Я, как правило, пользуюсь кастом. В принципе, если хотите, пользуйтесь YouTube. YouTube 1080p, то есть Full HD. И здесь он подгружает вполне оптимальные настройки. Частоту кадров он берет из частоты кадров ваших клипов. Resolution уже стоит Full HD и так далее. И вам нужно лишь нажать Add to Render Queue, выбрать, куда вы будете сохранять. Ну, допустим, пусть у меня будет в этой папке под именем раз, два, три. Сохраняем. Получается, что у меня видео будет рендериться в F-YouTube с именем раз, два, три. И здесь у нас появилась так называемая Job 1. И вам остается только нажать кнопку Render All, и начнется рендер. И файлик вы найдете вот в этой папке. Я, как правило, пользуюсь Custom Export. Здесь все не намного сложнее. Здесь точно так же указываете имя файла, указываете папку, куда вы хотите отрендерить ваш файлик, указываете формат. Я, как правило, использую MP4, кодек H264, также энкодер. Эта опция доступна в Studio Version. Я выбираю энкодер NVIDIA, потому что тогда будет рендер происходить на видеокарте, и это примерно раз в 10 быстрее, чем на процессоре. Если у вас настройка недоступна, у вас будет рендер происходить на процессоре, да, дольше, но тем не менее все нормально отрендерится по итогу. Остальные настройки я, как правило, не трогаю в принципе. На начальном этапе вам будет вполне достаточно настроек по умолчанию. Также можно экспортировать только аудио. И вот, в принципе, и все, что нужно знать для начинающего на вкладке «Экспорт». Ну что ж, я думаю, видео было вам полезным. Спасибо за просмотр. Всем пока.